Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Кто или что ворвется в вашу жизнь за период с 1 по 10 ноября? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня две колоды. Первая колода Ленорман. И мы не будем предвосхищать события, задавая вопросы. А мы позволим картам рассказать нам, как будут или как они видят те события, обстоятельства, с которыми вы можете столкнуться, или то, что может сложиться в вашей жизни, что вас ждет, мои дорогие. Позже мы на колоде Таро дополним значение. Будем, конечно, реалистами, потому что любой расклад не расскажет о том, что вы чувствуете, переживаете в данный момент времени. Но как альтернативные варианты, подсказка рассмотреть, я думаю, стоит. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И иногда рассмотреть альтернативные как раз или варианты, или какие-то возможности, которые к нам несколько неожиданно приходят, определенно стоит. Итак, что же ждет Скорпионов с 1 по 10? Или кто или что ворвется в вашу жизнь? Может быть, это новость, сообщение или обстоятельства. Достаточно нам обещают в целом ноябрь турбулентным месяцем. И, может быть, это не касается вот именно вашей жизни. Это может касаться жизни окружающих вас людей или какой-то прежней ситуации, или обстановки вокруг вас. К чему все идет, может быть, вы будете для себя определять. Итак, давайте будем узнавать. Знаете, вот когда выпадает эта карта змея, конечно, змея еще и символ мудрости, символ хитрости и изворотливости. Может быть, и от вас потребуются такие энергии для того, чтобы решить какой-то сложный вопрос. Но именно в этой колоде карт Ленорман нам говорят о том, что что-то может быть, и это что угодно, человек или какая-то ситуация на работе, по документам, или просто в нашей какой-то вот обыденной жизни, это мы можем столкнуться с некоторым препятствием, которое нас некоторый стопор может привести. Мы даже на короткий период времени можем где-то испугаться, потому что именно в этой колоде появляется змея, большая, угрожающая и внезапно. Но на самом деле это лишь наше мироощущение или ощущение какого-то короткого момента в данный момент времени. Это не есть какая-то база, это не есть основа, это не есть, даже если обстоятельства через информацию как-то к вам приходят, и да, может быть, внутри словно мне страшно. Я не знаю, как мне с этим взаимодействовать или с конкретным человеком. Может быть, это конкретный персонаж, который себя ведет совершенно неожиданно. Я должна сказать, 15 ноября у нас полнолуние в знаке зодиака Телец. Телец – олицетворение нашего благополучия, стабильности. И вот это новолуние, Луна, будет в сложном соединении с Ураном, мои дорогие. А, кстати, Уран – это ваша экзальтация. Экзальтация – это то, когда вы наилучшим образом проявляете свои качества, свою харизму, то, чем вас наделила природа. И вот поэтому это препятствие может выглядеть как вызов Скорпиону, когда, засучив рукава, как раз Скорпион решится что-то сделать, понимаете? Но как толчок или какой-то пункт отсчета, он может быть несколько неожидаемым. И вот эти события, которые мы говорим, если о полнолунии рассматриваем с 1 по 10 период, то полнолуние мы можем прочувствовать несколько раньше, может быть, за неделю или больше, вот эту энергетику, или скорее соединение Луны с Ураном. С одной стороны, это интуиция, с другой стороны, это видимость уже какого-то момента, пункта, ситуации абсолютно точно. Значит, будут и более выверенные какие-то ваши действия. Но и люди могут быть в этот период времени. Ведь всегда, когда полнолуние, это завершение, это какая-то кульминация, с этим связано. И здесь сила Урана может добавлять, знаете, как, ну, какой-то судьбоносности момента. Или когда действительно вы чувствуете, что-то завершается. Люди себя ведут непредсказуемо, потому что часто Луна
ну, так влияет на наши поведенческие моменты, и не всегда есть и люди с особенностями психики, поэтому этого мы вообще не изменим. И на некоторых влияет таки Луна и полнолуние, новолуние, вот эти транзиты, когда обостряются какие-то противоречия внутри самого человека, и они начинают это очень активно транслировать или, может быть, выдают как за какую-то правду. Поэтому будьте осмотрительны. Много сказала по этой карте, но она именно для вас подразумевает, она вам выпала, она для вас подразумевает какие-то альтернативные действия. Или даже если вы сталкиваетесь с такими, то вы можете именно вот ваше качество, да, как Уран в экзальтации, я сказала, для вашего знака зодиака, а нам предстоит пережить соединение Урана и Луны. И для вас даже какая-то, ну, совершенно непредсказуемая ситуация может означать вот те волшебные двери и ключи в ваших руках, когда вы можете решить вопрос. Для себя какую-то очень важную составляющую, может быть, в каких-то договоренностях получить. Словно ключи вот эти, остается только поместить в замочную скважину, повернуть этот ключ, и дверь открылась. Но вот эти возможности, действительно, они приходят, может быть, каким-то кривым путем или совершенно неожиданным. И есть элемент непредсказуемости, и вот к этому нужно быть готовым. Но это всегда какая-то возможность. И карта у нас 33. Две тройки или в сумме 6. А 6 по нумерологии это всегда тоже завершение. Ведь это победа. И в колоде Таро любая 6 это как раз некоторый итог и некоторая победа. Поэтому даже пусть хоть камни с неба, но для вас, и это все по судьбе. Для вас может быть в плюс даже там, для других будет минус. Поэтому общество, окружение, социум может вести себя непредсказуемо. Или у кого-то всплески, перепады настроения. А вы, великие маги-волшебники, вот вам нужно оставаться верным самим себе и где-то безэмоциональному, это точно. По аркану крест, это вы что-то завершать будете. Возможно, как, знаете, такая перезагрузка в вашей жизни. Вы можете анализировать предыдущий период и понимать, что некоторые, может быть, касаемо отношений, может быть, ваши честолюбивые планы вы тоже можете пересмотреть. Когда выпадает карта крест, мы ведь можем отказаться от того, что в первую очередь не жизнеспособно. Может быть, мы и думали, что да, мы получим какой-то эквивалент, занимаясь определенным делом или развивая его. Вот здесь вы можете передумать, потому что поймете, нет, это дорога в никуда. Где-то это может в отношениях с конкретными людьми. И нам ведь не говорят о личной жизни. У кого-то это будет именно ваш социум или ваше окружение. Но карта снова нам говорит о том, что вы на пороге перемен. И 36 – это 9, а 9 – это как раз и есть пороговое значение, когда вот-вот что-то начнет меняться еще или продолжит что-либо меняться. И если мы про нумерологию 6 и 9 – победа и переход на новый уровень. Но перед этим предшествует число 7. 7 – это более возвышенное число, это где-то божественное число. Это наши, как и высокие духовные планы. Это то, что можем назвать мечтой. Это когда мы думаем более на высокое. Это не материальная карта. Это, безусловно, связано где-то с эмоциями, с чувствами, с переживаниями. И вот эта змея, мы говорим, что может и вызвать какие-то подобные эмоции. Но даже, может быть, это вы заключительный аккорд, мои дорогие скорпионы, ставите для того, чтобы какую-то надоевшую ситуацию как завершить красиво, так и открыть дверь в будущее. Давайте посмотрим. Что-то может тут у вас решиться очень даже хорошо. И посмотрите, хоть и вверху у вас выпадает змея, но если вам необходимо, вы можете совершить, знаете, как важное перемирие заключить или какой-то важный компромисс. Найти, казалось бы, в патовой ситуации для себя возможности действовать. И карта якоря говорит о надежности. Поэтому даже из вот этих сложных вопросов вы для себя конкретную пользу можете еще извлечь. Или решите как раз
То, что, в принципе, прежде было как камень преткновения, и вы никак не могли двинуться вперед, потому что один какой-то пусть вопрос, но его нужно было сначала закрыть, чтобы вот этот якорь, словно моя уверенность в том, что теперь я все контролирую. И теперь вот я как раз могу взять в руки этот ключ и открыть вот эту дверь. Дверь вы видите, вы уже видите конкретно свои возможности. Но я бы сказала, вы завершите что-то очень важное в своей жизни. Или с чем-то вы определитесь. Или это ваши приоритеты. Но это для вас будет вот этот самый якорь и фундамент. Давайте откроем еще одну карту. И вот они, перемены, уже не заставят себя долго ждать. Вы уже где-то, у вас как прошлое и будущее может встречаться, такое пороговое значение в эти 10 дней. Тройка и корабль. Корабль – один из символов Меркурия. Для кого-то из вас это поездки, переезды, смена места жительства. И у каждого по-своему, у кого-то в связи обстановка такова, что все, вот тут у меня уже пройденный этап, я понимаю, мне небезопасно. Я могу и такое допустить. Меня люди смотрят из разных стран. Для кого-то это будет связано с работой. Или я хочу работать из любой точки мира. Все же у нас по кораблю проходит пространство, эфир, интернет. Или ваши перемены, которые будут связаны с тем, что вы захотите сменить имидж, мои дорогие скорпионы. Вы захотите сломать шаблон отношения окружающих к вам. И если нас встречают по одежке, то провожают, мы говорим, по уму. Но, тем не менее, когда встречают и этот образ, так устроен человек, он запечатлится очень надолго. И вот вы понимаете, что вот мне теперь нужно и себя изменить, и начнет меняться моя жизнь. Может быть, и вот такие внутренние метаморфозы у кого-то тоже будут происходить. Если у вас, вы занимаетесь торговлей или ваша сфера услуг, ваш труд, ваша деятельность, с учетом этой карты, как и бизнес идет как-то в гору, или больше клиентов становится, больше заинтересованных в ваших услугах. По этой карте вы можете, допустим, задуматься, потому что по работе, да, релокация у кого-то офиса, и вам тоже нужно рассматривать новые варианты. Вы будете что-то рассматривать, примерять словно на себя, потому что вы понимаете, что какой-то этап жизни вы уже завершили. Или какой-то период жизни завершается. Ну и планетарно нам об этом тоже все транзиты в ноябре говорят. И карта якорь как будто дважды, вот посмотрите. Вы чем-то останетесь довольны. Это не будет просто, мы об этом говорили. Но тем не менее важен результат. И вы его получаете. И тут же новые какие-то возможности открываются. Я должна сказать, что для всех водных и земных знаков Плутон, ваша планета-управитель, она для того и завершает последний реверанс Козерог, для того, чтобы вы с чем-то определились, сделали выводы. И нам звезды планеты говорят, как только ты определишься, твоя жизнь будет в более правильном направлении. Или, как я шучу, шутя говорю, начнется с более правильной ноги. Вот нам об этом как раз Ленорман. Да, еще впереди будут какие-то препятствия, которые либо перемахнуть эту гору нужно, либо обойти. Но жизнь не бывает полностью предсказуема, да и часто мы сталкиваемся это как люди, с которыми договориться сложно. Или, может быть, у кого-то это вопросы переезда быстро не произойдут. Вы будете что-то разузнавать, подготавливать почву, документы, может быть, отправитесь не раз, это перемещение, это дороги, у кого-то командировки или работа, связанная сама по себе с большим объемом информации, с большим количеством людей, или тоже вам придется много поездок совершить, каких-то согласований. И это все для того, что вы себе словно старт в будущее готовите. Вы четко понимаете, что вы хотите. И точно так же четко понимаете, какие препятствия вам нужно преодолеть. Сильная позиция. Ну, наверное, она сильна именно для вас, мои дорогие скорпионы, потому что для кого-то бы она выглядела патовой. А она вот как раз об этом и говорят, что ключи в ваших руках, возможности. Давайте мы на картах Таро. Что вам придется адаптировать? Такой вопрос зададим. Но адаптация – это всегда отчасти наше внутреннее состояние. Что это может быть? Дорога к свету. Так называется карта.
И где-то она добавляет все то, что я долго говорила. Девушка наша, буквально глядя на этот луч, она идет. Она даже не смотрит под ноги, а ей не нужно смотреть. Свет, как будто, посмотрите, оживляет землю. И хоть вокруг снежная безжизненная пустыня, но куда попадают лучи, растут цветы. Поэтому вот есть какой-то, как ваша миссия, мои дорогие скорпионы, есть что-то доброе, волшебное. И это 20-й старший аркан, карта избавления от боли, карта избавления от страданий. И нам говорят, отпускай прошлое. И мы только об этом и говорили. Значит, может быть, это то прошлое, которое само пытается от вас оттолкнуться. Но есть еще ряд моментов, пунктов, согласований, когда и вам надо буквально поставить точку. Но уже полный вперед. И Ленорман нам тоже об этом. Ну, нечего сказать. Карта Солнца. Путь к свету и карта Солнца. Вот что вам нужно адаптировать? Где-то, понятно, самих себя перестроить от каких-то разочарований. Или расставить все по местам из прошлого. Может быть, то, что не может быть продолжено, не может вас вдохновлять, не может быть вам прогрессом, или не может вас радовать, мои дорогие. Лучше оставить в прошлом. Больше оптимизма, больше радости с собой брать только в будущее. Вы можете все, помните об этом. Вам только определить методы для Скорпиона. И остальное у вас уже, считайте, победа в кармане. Ну и если необходимо, корректировать планы. Хорошо, да я тогда достану еще карты. Хотела 3 карты достать, но если Солнце, то я уже нечего добавлять. Путь к свету, это исполнение желаний. Опять же, какие-то возможности. Да, это какая-то кульминация. Вы точно останетесь как минимум одним делом, вопросом довольны, как вы его красиво завершили. И для вас это сразу старт в будущее. Будьте внимательны, потому что, может быть, присутствуют уже темы в эти 10 дней, в эту декаду, которые могут и говорить о событиях будущего. Вы люди очень интуитивные. И по аркану Солнца, это еще аркан выбора правильного направления. И нам конкретно карта обрисовывает период где-то месяцев 6. Поэтому с чем вы определитесь? Как будто мы ставим точку, оставляем позади. И то, что мы планируем себе на будущее. Пусть это не детализировано, но вот это как цель какая-то верховная. И мы к этому идем, и вы этим конкретно будете заниматься последующие 6 месяцев. В конечном итоге, словно свое благополучие обустраивать, как-то заново улучшать, вот как по карте якоря, свою стабильность. Что вам придется организовывать? А вот смотрите, какой-то свой график жизни, безусловно. Если вы были как на своей волне, или, допустим, вы были в предыдущий период, ну, отчасти более свободны, или мы могли планировать как-то свою жизнь, исходя из того, что хотите вы. Или как вы видите какой-то свой жизненный путь. Отшельник ведь это мудрец. Но, видимо, есть то, что придется реорганизовать. Я сказала, вы можете пересмотреть свои взгляды и откажетесь от того, что не жизнеспособно. И выпадает аркан отшельник на вопрос, что организовывать. Это только вас самих организовывать на что-то, с учетом тех вопросов, которые вы закроете именно в эти 10 дней. Для кого-то из вас выход из одиночества. И это будет тоже очень важно. Иногда вот эта карта змея может как раз говорить о том, что мы словно в себе закрылись, именно потому, что змеи таких не хотим. Но раскрасить нашу жизнь только в черно-белые тона мы не можем, и тогда вы будете организовывать попросту самих себя. Нужно допустить, что жизнь идет в полутонах, ключи в ваших руках. И двери вы тоже как будто видите. Я бы подвела итог таким образом, что вам противопоказано одиночество. И даже если оно у вас было, вынуждены, мои дорогие, выходите постепенно на авансцену, выходите из какого-то замкнутого пространства. Да, какой-то период жизни вас сделал вот этим философом-одиночкой. Пусть это где-то глубоко в вашей душе. Но отстроить с новыми возможностями вам предлагают карты свою жизнь. Да и планетарно-то тоже. Потому что последующий как раз период для вас будет очень добрый. Что придется организовывать. Действительно, вы будете что-то завершать. Я когда смотрю на эту карту, часто вообще десятка жезлов, а о том, чтобы мы
делегировали какие-то свои обязанности, чтобы кто-то сделал другой. Иначе мы в какую-то рутину нырнем и не вынырнем надолго. Мы всем должны, или мы кому-то что-то пообещали, или какие-то еще документы подписали и обязаны. Тогда вот это все нужно пересмотреть. Но с другой стороны, в этой колоде карт своя ноша не тянет. Тянут арбузы двое в корзинках. Тяжело. Так это их подсогнуло немножко, но они точно знают, что они дойдут. И карта говорит, что да, завершение какое-то должно быть. Но, может быть, последние вот эти, как метры пути вам пройти стоит. Есть то, что и как своя ноша не тянет, от чего вы не можете отказаться. Но правильно распределить энергию и силы, время будет задача номер раз. Самого себя, опять же, по времени организовать и по своим ресурсам, мои дорогие. И делегировать все же, вот это значение никуда не денешь, ту рутинную работу, которую, может быть, вы за кого-то делали. И вот совершенно необходимо, посмотрите энергию где-то отшельника, перевести в Верховная Жрица. Верховная Жрица – это контакты, это много контактов и независимость. Но это не та независимость, как по отшельнику, когда мы обособляемся от общества или мы замыкаемся в себе, потому что мы никому не верим. Есть у нас какой-то свой план, пусть никто не разделяет, а нам, в общем-то, все равно. И надо сказать по отшельнику, я люблю энергетику этой карты, потому что, когда выпадает отшельник, никто не мешает. Это просто святое. А вот как раз часто мы в какую-нибудь рутину втянемся и так там увязнем. Ёлки-палки, потом думаешь, господи, и как ты туда попал? Вот такого быть не должно, мои дорогие, потому что Верховная Жрица, она умеет сказать красиво «нет» или красиво промолчать. Она не умеет ни да, ни нет, да, как в детской игре, да, нет, не говорите, но вот что-то подобное вам нужно перевести или самого себя, или какой-то свой ритм жизни, Верховную Жрицу, научиться, может быть, не включаться в те вопросы, куда вас пытаются затянуть, или не устроить себе режим многозадачности, он и сам-то по себе может быть, но пусть этот многозадачный ритм, он важен для вас лично, вот как по аркану Солнца, а не когда вы тратите время, ну, как бесплодно, может быть, и помогая кому-то, а человек-то бы и сам это сделал. Ведь в нашей жизни часто бывает, к примеру, мы пытаемся помочь нашим близким или нашим детям, пусть даже взрослым, из лучших побуждений. Но мы как будто видим на пару шагов вперед и думаем, что ну, я сейчас сам сделаю быстро, хорошо, и все забудут. Но если бы боги хотели сделать перед вами, поставить такие задачи, они бы и поставили. А то ставят кому-то другому. Значит, человек, пусть даже близкий, он должен пройти сам этот путь, чтобы наработать опыт. Поэтому мы иногда помогаем из лучших побуждений, а по факту мы и думаем, что мы сделали что-то хорошее, а по факту нет. Поэтому будьте вот тут в плане помощи дважды, трижды аккуратны. Видимо, есть темы, которые для вас важны на повестке дня. Вам придется с чем-то определиться. Может быть, буквально составить для себя план минимум, план максимум и никому об этом ничего не говорить. Верховная Жрица умеет хранить тайну. Может быть, вы узнаете какую-то тайну с учетом аркана змея, но я так больше понимаю, что вы тогда вот даже вот эту информацию, которая такая ошеломляющая может быть, вы ее каким-то образом, не случайно карта-ключ, как-то перевернете на пользу самим себе. Никто не узнает о ваших сомнениях, это точно. И скорпионы умеют хранить тайны, как никто другой. Но карта говорит о том, что в данном случае это помогает. Вот такая нейтральная позиция, она-то и будет как раз свидетельствовать о вашей независимости. Или, может быть, выйти из какого-то конфликта, нейтрализовать какую-то сложную ситуацию. Одним словом, что бы вы тут ни задумывали, мои дорогие, Скорпион, маг и волшебник, и вам подвластно все. Перекладывайте на себя, помните, вот основные ваши карты, это правда. Путь к свету и карта солнца, даже если хоть камни с неба. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.